сейчас, сидя дома в тепле и спокойствии, оглядываясь назад, я могу сказать, что это было одним из лучших решений в моей жизни. Эльбрус. Покупайте шмотки в Котиквике. Шмоточный кристалл. Вообще-то мы не шмотки покупаем, а снаряжение. Шмотки, все шмотки. Наша подготовка. 2 ящика. Мне кажется, победа нас выгонит с самолета. В общем, вот столько всего мы купили, и это еще, наверное, половина того, что нам пригодится. В общем, это очень трудно, это надо теперь нести, и он ничего не несет, поэтому все нести. Я оператор. Girl Power, он оператор, видите? Эксплуатация женщин. Погнали. Ну так, начинается наше восхождение на Эльбрус, ну, точнее это пока что не совсем Эльбрус, мы просто первый раз попробуем походить, посмотрим, насколько у нас это вообще получится. Наконец-таки у меня красивый вид, а не как из окна гостиницы на соседний дом. И тут уже ущелье Терескол и поселок, который я не помню, как называется. Терскол. Это поселок тоже Терескол. Терскол. Терскол. Да. Терскол это переводится как Кривое ущелье. Поселок Терскол, не ущелье. Ну и, в общем, пока что я даже не знаю, что сказать, потому что мы поднялись тут совсем чуть-чуть, я уже немножко поддохнулась. Но посмотрим, как будет дальше, проверим свои силы. Эльбрус – это высочайшая вершина России, Европы. Это гигантский спящий вулкан высотой в 5642 метра, расположен на Северном Кавказе. Это мекка туризма, мекка альпинизма, причем не только российского, но и международного. В общем, место достаточно культовое. Так, а теперь про песню, потому что я сейчас буду с годами путаться, но, по-моему, это был либо 2018 год, либо 2019 год, либо это был 17-й, когда мы первый раз сюда приехали. Когда мы первый раз приехали, погода была отвратительная, какой-то ветер фигарил, ни хрена видно не было. Но меня это как раз прикольнуло, вообще, как бы, меня вдохновляют странные вещи порой. И таким образом у меня просто стали крутиться эти фразы в голове. Я не скажу какие, потому что я не знаю, выйдет ролик до песни или после. Но, в общем, вот эти определенные образы, вот эта вот непогода, они стали у меня как бы в голове крутиться, и как-то эта песня начала образовываться. Но доделаю ее, наверное, ближе к году 19-му. Мы еще в 18-м году точно... Вот, точно, мы были в 17-м году в первый раз. В 18-м мы поехали второй раз, и тут еще песочек лежал на горах. Что я могу пояснить за лошадей? Там очень веселая история, как я начала заниматься, потому что мы с папой поспорили. Мы заказывали кухню в новые дома, мы поспорили, скошенный у нас там угол, где раковина, или прямой. Короче, я поспорила на 50 тысяч и выиграла себе деньги на экипировку и начало занятий. Вообще так это случилось. Мне лет 12, наверное, было. Но вообще, да, суровая история. Только так это и получается. Мама, потому что очень боялась, его было нереально заставить. А вообще лошадей я с детства любила. Опять-таки папа тут виноват. Он меня посадил на пони. Наверное, год 3 мне было. И с тех пор каждые выходные мы: папа, поехали на пони кататься. Там дальше как-то уже... Ну, куда ты пошел? Ну, конь, ну,
Посмотри в камеру. Пожалуйста. Заклинатель лошадей. Это реально работает. Ну, а потом как-то уже все... Да. Дальше уже как-то все срослось, и я даже спортом успела позаниматься. И поездить, и попрыгать. В общем, меня затянуло. Так, мы затащились на кулуар Гранде. Чуть-чуть не доползли до вершины, но там как-то уже сомнительно. Какой-то там недружелюбный снежок. Но тут тоже достаточно далеко лететь, если что. Будет весело. Но мы съели казинак, и жизнь наладилась. Попили чайку, да? Да, нет, на самом деле это все казинак. Все зависит от казинака. Съешь казинак, и жизнь начинает налаживаться. Это всегда так. Покупайте казинак. Покупайте казинак-то. Это мы снимали когда эти ролики типа к песням. А у нас же эти скетчбуки фирменные, кстати. Но мы их не продаем, мы их дарим. Так что не получите. И мы когда снимали эти ролики к песне, там получилось как будто бы реклама скетчбука, потому что он там везде в кадре, типа, слева, справа, снизу, валяется где-то вдалеке. Типа, мы ржали, что мы снимаем рекламу скетчбука, а тут мы снимаем рекламу казинака на самом деле. Даже лучшие падают вниз, ну и вот я одна из них. Ты знаешь лучше меня, что никого ничего не ждет. Просто будет очередной год, очередной неудавшийся блиц. Мама, я падаю вниз, я неожиданно стала злой, и твое сердце потеряло покой. Мама, твой берег размывает. Акклиматизация день третий, это наш первый выход непосредственно на сам Эльбрус и наш последний день перед переездом на гору. Если до этого наша максимальная высота, которую мы набирали, была около 3500 метров, то в этот день мы стартовали от 3800, и там уже кислородное голодание сказывалось значительно. Чтобы это вам описать, с каждым шагом тебе все больше хочется это прекратить. Но ты уговариваешь себя еще пару шагов сделать, и еще пару шагов. Каким-то образом ты продолжаешь идти, задыхаясь, устав. В общем, это концентрированная борьба с собой. Это безумно тяжело. Так, ну сейчас мы дошли на высоту 400 метров над уровнем моря. 450. Да, 450 плюс-минус. Вот, сейчас мы начинаем спуск, так как в 4 часа закрывается канатка. Нам нужно успеть, и завтра у нас будет тяжелый день. У нас по плану заселение на приют, на Эльбрус и скалы Пастухова. Сегодня уставать сильно не будем, так как нам собираться, все снаряжение готовить, смотреть. И со свеженькими силами завтра бежать на скалы Пастухова. Сейчас творится не понять что. Это полное кидалово. Тут начался гром молнии. А кто еще почувствовал прям... Мы, короче, супер валим вообще. Да.